Владимир Владимирович, тогда, значит, мы договорились уже, да, что Россию разваливать не стоит, но вам принадлежит не так давно, вы его сделали, очень резкое, на самом деле, высказывание. Вы привязался к высказыванию. Ну, извините, работа у меня такая, меня за это держат тут. Мы с вами будем вдвоем дискутировать? Сейчас, всему свое время. Вот вы ответьте, пожалуйста, поясните мне, вы сказали, правда, не на Валдая, а зачем нам такой мир, если в нем не будет России? Многие восприняли по-своему, ну, что вот после нас хоть потоп, знаете, такое известное высказывание. Вы это имели в виду или что-то, я подозреваю, другое? Нет, ну, во-первых, Людовик XIV, когда сказал, что после меня хоть потоп, он отвечал это в ответ отвечал на упреки, что он слишком много денег тратит из казны на всякие дворцы и усилительные мероприятия. Кстати говоря, он не был таким уж расточителем, потому что после него много чего осталось из дворцов, первое. А второе, он был и государственником. Вот, если мне память не изменяет, он был автором создания первой в Европе регулярной армии. Поэтому все разговоры о его расточительстве, они, наверное, имели под собой какие-то основания, но это не значит, что он и делал так, вот, как когда-то полемизировал с кем-то. Вот. Что касается той фразы, которую вы сейчас вспомнили, я уже не помню, по-моему, я Володя Соловьева, по-моему, говорил. Да, в фильме. Да. Вот. Значит, ну, из контекста просто нельзя ничего вырывать. Я напомню, о чем шла речь. Речь шла о том, готовы ли мы, готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты себя, для защиты своих интересов. И я вот на это отвечал. Я напомню, что я говорил. Я говорил, что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Я прошу и вот всех здесь присутствующих, и всех, кто будет потом каждое слово из того, что я скажу, как бы анализировать и так или иначе использовать в своих собственных изложениях, иметь в виду, у нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция – это ответ на встречный удар. Для тех, кто знает, не нужно говорить, что это такое. Для тех, кто не посвящен, скажу еще раз. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории. Ну, никакой тайны вам не расскажу. У нас ведь создана система, и мы ее совершенствуем постоянно, она нуждается в совершенствовании. Система СПРН, система раннего предупреждения о ракетном нападении. То есть эта система фиксирует в глобальном масштабе, какие старты стратегических ракет из Мирового океана, с какой-то территории произведены, первое. И второе, они определяют траекторию полета. Третье, район падения головных частей ядерного оружия. И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, убеждаемся, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это катастрофа всемирная. Но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют. Ну, мне хочется сразу обратиться к митрополиту Тихону, но чуть позже, если можно.
Я так понимаю, Владимир Владимирович, я вам как собеседник уже довольно надоел, поэтому еще один вопрос, если можно, а потом уже людям, да?